Привет, дорогие зрители и подписчики! Рад снова вас приветствовать на моем канале. Хотел бы выразить вам благодарность за поддержку под первым видео. Как вы понимаете, это вторая часть документалки из трех. Если вы не видели первую, перейдите по ссылке выше. А в этой части я расскажу про развитие электромобилей с 1947 по 1997 год, а также про первый послевоенный и самый неоднозначный электромобили. Но очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. И причем Олимпиада 1972 года к электромобилю, а также про мертворожденный проект от одного из крупнейших автопроизводителей. А перед этим попрошу вас о блогерской чепухе, а именно поставить лайк, также сделать красную кнопку серой и оставить комментарий под видео. Это помогает развитию канала и ранжированию видео в системе YouTube. Заранее спасибо. Садитесь поудобнее и пристегните ремни, а я начинаю. После Второй мировой войны электромобили появились даже в Японии. Страна восходящего солнца испытывала жесткий дефицит нефти, поставки которой ограничились оккупационными войсками. Что уж говорить про бензин, который выдавали только по карточкам и только для избранных. После войны Японии было запрещено производство самолетов и другой военной техники, поэтому многие оборонные предприятия данной страны остались совершенно неудел. Это касалось и авиастроительной компании Tachikawa Aircraft Company, известной самолетами Кай-9, Кай-17 и Кай-36. Самолеты она больше строить не имела ни права, ни возможности, поскольку заводы были практически уничтожены, а часть работников и инженеров перешла работать на предприятия фирмы Божественная Toyota! Toyota! и Nissan. Я с ним сам. Горстка тех людей, кто был верен и решил остаться, приняли решение строить, как вы думали, что? Правильно, компактные электромобили, благо хоть энергия в городах была. Ебашить надо! Вот этими маленькими азиатскими ручками ебать! Компания решила арендовать небольшой завод недалеко от Токио, где в 1946 году началась работа над созданием автомобиля. В этом же году прототип был готов. За основу был взят довоенный грузовичок компании Otto, крупнейшего на тот момент производителя коммерческой автомобильной техники. Автомобиль был назван тип ИОТ-46, где цифра означала год окончания работы над прототипом. Это было присущим для всех автомобилей данной компании. Вместо двигателя ДВС под капот данного транспортного средства был установлен электродвигатель, а аккумуляторы были установлены в грузовой отсек. Уже в 1947 году прототип переделали. Из важных изменений это то, что машина получила кузов собственной разработки. Капот стал аллигаторного типа, то есть открывался вверх, а не открывался с боков. Также не менее важное то, что дизайн стал более современным, а фары интегрированы в крылья автомобиля, что соответствовало принципам послевоенного европейского дизайна. А уже в мае 1947 года был готов пассажирский вариант автомобиля, и тогда было принято решение запустить его в серию под названием Tama i4C47. Что отличает Таму даже от современных автомобилей, это наличие механической коробки передач. Также данный автомобиль мог разгоняться до 35 км в час и имел запас хода в 65 км. За год компания, которая строила до этого исключительно самолеты и которая потеряла почти весь штат сотрудников, снимала небольшой завод и благодаря воодушевлению и рвению оставшемуся количеству сотрудников сумела построить два прототипа и наладить серийное производство одного из них. Да такое не снилось и большинству современных автомобильных брендов. Спустя месяц после запуска своего первого автомобиля компания переименовалась в Electric Motor Car Company. В 1948 году по указанию Министерства торговли и промышленности фирма начинает строить новую модель i4C48 Junior, которая сменила предшественницу. Эта машина была уже похожа на обычный легковой автомобиль, хоть и строилась на раме предыдущей модели, но базу увеличили на 2 см. Мощность электромотора была также поднята с 4,5 лошадиных сил до 5,5. Однако вместе с тем увеличилась и максимальная скорость до 45 км в час, а на одной зарядке можно преодолеть уже 130 км. Следующая модель 1949 года носила индекс i4S49. Машина пользовалась спросом в первую очередь в госаппарате. Так их поставляли министерствам, университетам и государственному банку. Так что в месяц выпускали по 20-30 экземпляров этой машины. В 1949 году фирма переименовала
называлась Tama Electric Cars Company. Уже в следующем 1950 году появляется автомобиль под габаритами среднего класса Senior. Дизайн был похож на Fiat 1400. Длина машины равна уже 4,2 метра против 3,2 метров и 3,5 метров в предшественниках. Мощность электромотора равна уже 6 лошадиным силам, что позволяло машине развивать 55 км в час, а автономность уже составляла 200 км. Машина имела неплохой успех. Так, за первый год производства было построено 400 экземпляров. Однако в 1951 году начинается Корейская война. Цены на свинец взлетели в десятки раз, что сделало аккумуляторы по цене как чугунный мост. Целесообразность построения электрокаров теряется, а тут еще смягчаются квоты на приобретение топлива. В результате в июне 1951 года производство автомобилей прекращается. Между тем, Fuji Precision Machine Company Ltd, которая после войны образовалась из авиационной компании Nakayama Aircraft Company, занимается разработкой двигателей внутреннего сгорания, как бензиновых, так и дизельных. В 1951 году Fuji Precision Machinery представила на выставке 1,5-литровый 45-сильный мотор собственной конструкции, который завоевал призовые места. Руководство Tama Electric Cars начинает внедрять этот мотор в кузов имеющейся машины. Дальше японское правительство рекомендует местным предприятиям укрупняться, а значит объединяться. Уже произошло слияние Toyota, Hino и Daihatsu. Принц же начал слияние с Nissan в мае 1966 года. Все модели Prince, выпускаемых теперь, продавались под брендом Nissan. Но вернемся в 1952 год. Был готов первый автомобиль с ДВС, и поскольку в этом же году на монарший престол Японии вступил Акихито, сын императора Хирохито, то фирма решила переименоваться в честь этого великого для японцев события. С ноября 1952 года компания стала называться Prince Motor Company. С этого момента компания больше не выпускала электромобили, сосредоточившись на автомобилях с ДВС. Дальше речь пойдет о противоречивом автомобиле. Настолько противоречивом, как его внешность. Вроде ни о чем, но в тот же момент что-то в этом есть. Нормально, говорю, все. Хенни Киловатт – электромобиль, представленный в Соединенных Штатах Америки в 1959 году. В автомобиле использовались некоторые детали кузова, изготовленные для Renault. Усовершенствованная модель была представлена в 1960 году с максимальной скоростью в 100 км в час и дальностью 100 км. За 2 года выпуска было продано всего 47 автомобилей, в основном электроэнергетическим компаниям, лишь немногие все еще существуют. Хенни Киловатт был проектом National Union Electric Company, конгломерата, включающего Emerson Radio и Henney Motor Company, которые приобрели Iroquois Williams в 1953 году. Проект был инициирован Расселом Фельдманом, президентом National Union Electric Company, и компания Iroquois Williams. Для создания электромобилей он использовал услуги кузовного подразделения Henney Motor Company в Каннонстоте, штат Нью-Йорк. Хенни строил туристические автобусы по индивидуальному заказу с 1868 года и был хорошо известен в автомобильной промышленности благодаря своей аффилированности с Packard Automobile Company и Ford Motor Company. Хенни произвел тысячи заказных лимузинов, машин скорой помощи и катафалков. Большинство из них построено на шасси Packard или Lincoln, прежде чем с ним был заключен контракт на начало проекта Киловатт. Компания National Union Electric была также производителем батарей Excite и, естественно, была заинтересована в переносе акцента в американской автомобильной промышленности с ископаемого топлива на свинцовые батареи. Моррисон Макмиллан, младший руководитель Excite Batteries, также принимал участие в разработке Киловатт. В 1974 году National Union Electric была куплена шведской компанией AB Electrolux. Силовая установка была разработана при консультации с Виктором Вуком, в то время инженером-электриком в Калифорнийском технологическом институте. Вук наиболее известен как один из пионеров гибридных автомобилей. Вук нанял Ли Дюбриджа, тогдашнего президента Калифорнийского технологического института, и Линуса Полинга для помощи в оценке и разработке электроники. Хотя Полинг никогда активно не работал над проектом, Дюбридж созвал группу экспертов Калифорнийского технологического института, чтобы внести свой вклад. Вук разработал необходимый регулятор скорости для Киловатта, хотя контроллер был изготовлен для Киловатт компанией Curtis Instruments. Все модели 1959 года работали от 36 вольтовой системы из 18 последовательно соединенных 2-вольтовых батарей. 36-вольтовые автомобили развивались
развивали максимальную скорость в 40 миль в час или 64 км в час и могли проехать около 40 миль или 64 км при полном заряде. После того, как 36-вольтовая система была признана непрактичной, киловаттная трансмиссия была переработана как 72-вольтовая система для модели 1960 года. В нем последовательно использовалось 12 6-вольтовых батарей. 72-вольтовые модели были намного практичнее 36-вольтовых моделей 1959 года. В 1960 году киловатт мог похвастаться максимальной скоростью почти в 100 км в час с таким же запасом хода на одной зарядке. Согласно официальному отчету о корпоративной истории компании Ойрока, за все 2 года производства было произведено в общей сложности 100 автомобилей Henny Kilowatt, но из этих 100 автомобилей только 47 были проданы. Записи компании показывают, что 24 автомобиля было продано электроэнергетическим компаниям, как 36-вольтовые модели 1959 года, и 8 киловатт продано коммунальным предприятиям, как 72-вольтовые модели 1960 года. Менее 15 электромобилей Henny было продано широкой публике. Некоторые из этих автомобилей могли продаваться как модели 1961 года. Компания продолжала продавать киловатт в 1961 году в надежде получить достаточно предоплачиваемых заказов, чтобы закончить оставшиеся компоненты шасси, которые уже были построены. Лишь немногие из них были проданы таким образом. Из задокументированных 32 произведенных Henny Kilowatt по оценкам от 4 до 8 все еще существуют. Самые первые 2 автомобиля Henny Kilowatt, автомобиль с серийным номером 0001 и оригинальный прототип, серийный номер экспериментальный, хранились руководителем компании в течение десятилетий, пока не были проданы частному коллекционеру автомобилей в США в начале 2000-х годов. Kilowatt был назван первым в мире электромобилем массового производства, хотя в начале 20 века электромобили производились в гораздо большом количестве, тысячи в год, такими компаниями как Detroit Electric и другие. Хотя в 1900 году электромобили превзошли продажи бензиновых, введение киловатта последовало за очень длительным периодом, в течение которого они не пользовались популярностью. В 70-х годах 20 века в мире разгорелся топливный кризис, причиной которому стали политические конфликты ведущих стран мира. Цены на топливо стали повышаться, что негативно сказывалось на экономике стран и как следствие на благосостоянии граждан. В самый разгар топливного кризиса на выпуск электромобиля решается компания BMW, пафосно представив свой электрокар на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Этот автомобиль сопровождал марафонцев, потому что он не создавал вредных газов, которые могли бы повредить спортсменам. BMW таким образом решила показать специальный электромобиль, который должен был продемонстрировать, что BMW – компания с экологическим мышлением и что они могут производить автомобиль, который не загрязняет окружающую среду. Они также хотели показать, что электромобиль может хорошо выглядеть. Он был основан на модели 1602, которая изначально была оснащена 1.6 литровым двигателем мощностью 84 лошадиных силы и весила около тонны. Но BMW изготовила 2 тестовых прототипа с батареями и электродвигателем. Под капотом было 12 12-вольтовых аккумуляторов Варта. Аккумуляторы имеют общую емкость 12,6 кВт-час. Аккумулятор электромобиля можно заряжать или заменять на только что заряженный аккумулятор. Аккумуляторный блок весит 350 кг. Аккумуляторы подавали энергию на электродвигатель Bosch мощностью 43 лошадиных силы, что было немного для веса автомобиля, но не обязательно нужно было делать автомобиль быстрым. На полностью заряженных аккумуляторах и при овощной езде со скоростью 50 км в час можно было проехать 30 км, но если водитель ехал на максимальной скорости, которая составляла около 100 км в час, дальность была намного меньше. Электродвигатель был размещен там, где была коробка передач, у него была система охлаждения, чтобы он не перегревался, и он мог разгоняться от 0 до 50 км в час за 8 секунд. В 1990 году крупнейшая автомобильная корпорация в мире General Motors представляет свой концептуальный электромобиль GM Impact. Демонстрация модели стала своеобразным сигналом к тому, что электромобиль возвращается в сферу интересов крупных игроков на автомобильном рынке. А уже в 1996 году было налажено массовое производство GM Impact EV1. General Motors EV1 был электромобилем, производимым General Motors с 1996 по 1999 год. Это был первосерийно выпускаемый и специально разработанный электромобиль современной эпохи от крупного автопроизводителя и первый автомобиль GM, изначально спроектированный как электромобиль. Решение о серийном производстве электромобиля было принято после того, как GM получила положительный отклик на свой концептуальный электромобиль Impact
проект 1990 года, на который во многом опирался дизайн EV1. EV1 был предоставлен только по ограниченным договорам аренды, первоначально для жителей городов Лос-Анджелес, Калифорния, а также для некоторых городов штата Аризона. Автомобили не были доступны для покупки, и их можно было обслуживать только в определенных дилерских центрах Saturn. В течение года после выпуска EV1 программы лизинга были также допущены в Сан-Франциско и Сакраменто, штат Калифорния, наряду с ограниченной программой в штате Джорджия. Хотя реакция покупателей на EV1 была положительной, GM считала, что электромобили заняли убыточную нишу автомобильного рынка и в конечном итоге забрала и раздавила большую часть автомобилей, несмотря на протесты покупателей. Прекращение производства EV1 остается спорным. Энтузиасты электромобилей, экологические группы и бывшие арендаторы EV1 обвиняют GM в саботаже в своей собственной программе по производству электромобилей, чтобы избежать потенциальных потерь в продаже запчастей, а также обвиняют нефтяную промышленность за сговор по запрещению производства электромобилей. В результате того, что GM забрала автомобили обратно по окончании срока аренды и последующее уничтожение большинства EV1, исправный EV1 стал одним из самых редких автомобилей 90-х годов. Что касается технических характеристик EV1, то разгоняться с места до 100 км в час автомобиль мог за 9 секунд и развивал принудительную ограниченную скорость в 130 км в час. Вес автомобиля составлял 1,5 тонны, а мощность двигателя при этом составляла 140 лошадей. Вместо коробки передач был двухступенчатый редуктор, который замедлял вращение колес в сравнении с оборотами двигателя. История данного автомобиля очень интересна и довольно большая, что доказывает и целый снятый документальный фильм из разоблачением экологов. Поэтому по данному автомобилю после выхода уже 3-й части будет отдельный видос. Там я уже расскажу более детально про судьбу данного автомобиля и почему производство электромобиля относительно быстро загнулось. В конце данного видеоролика хотел бы вас поблагодарить за просмотр видео и интерес к повествованию. На следующей неделе будет и 3-я часть. До новых встреч!